Александр Тройковский был убит из мощного травматического оружия российского производства, а Лукашенко не собирается идти на следующий срок, но намерен зачистить страну для преемника. Об этом стало известно из нового слива инициативы «Байпол» записью разговора Игоря Крепенкова с подчиненными. По словам экс-командира ГУБОПИК, применение оружия во время массовых акций протеста санкционировал лично Лукашенко. При этом все брутальные действия силовиков направлены на защиту нелегитимного, его окружения, семьи и себя самих. А вот закон об органах внутренних дел Крепенков предпочел вытереть ноги, ведь в нем четко указано, что основной задачей силовых структур является защита народа. Свое отношение к простым гражданам Беларуси главарь парней с дубинками сформулировал одной фразой: «Это дичь, которую должен атаковать хозяин положения». И расправа над белорусами Крепенков придумал самые изощренные: от размазывания людей по асфальту 200-литровой струей из водомета и удушения газом до помещения в лагерь для военнопленных. О последнем стоит сказать отдельно, ведь, судя по описанию, силовик взял на образец сталинский ГУЛАГ. В такое место с колючей проволокой по периметру и топкой на первом этаже должны отселяться все те, кто попадается в руки преступников режима второй раз. И эти люди оттуда могут уже не выйти. Предположительно, этот лагерь будет создан на базе колонии Волчьи Норы в Ивацевичах, которая в настоящее время используется для впервые осужденных за наркотики и политзаключенных. Крепенков убежден, что в стране ведется гибридная война, проигрыш которой приведет к люстрации всех, кто сейчас находится у власти, а последствия перекинутся на Россию. Именно поэтому силовики всеми силами пытаются устоять, вырубая без жалости всех, кто станет у них на пути. За такие заслуги Лукашенко пообещал лично наградить каждого. Били руками, ногами и дубинками, а под суд все равно попал пострадавший. Александр Захаревич получил 2 года колонии за якобы насилие в отношении сотрудника милиции. Фактически мужчину обвинили в том, что он упал на ногу сотрудника. Абсурд состоит в том, что на видео, представленное судом, четко видно, что силовики валят Александра на землю и начинают избивать всеми возможными способами. Простите, в рамках новой политики YouTube мы специально заблюрили место удара, но поверьте, представители нелегитимной власти не пожалели сил на то, чтобы максимально изувечить участника мирной акции. И это не первый случай, когда силовики, мягко говоря, перебарщивают с обвинениями. Например, в Гродно до сих пор проходит судебный процесс, на котором тоже судят мужчину за насилие в отношении милиции. Обвиняемый увидел, как неизвестные в черном и масках с оружием в руках избивают людей и куда-то тащат. Чтобы отвлечь нападающих, он бросил бумажный стаканчик из-под кофе вверх. Это очень сильно задело сотрудницу ОМОНа, и теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. А пока режим штампует сфабрикованные уголовные дела против мирных белорусов, единую книгу регистрации преступлений продолжают пополнять новые списки преступников в погонах, которые очень скоро ответят по заслугам. Силовики 3 часа переворачивали вверх дном офис независимого информагентства «Белопан», чтобы поживиться рукописными записями, жесткими дисками и документами. Обыск произошел вчера под предлогом уголовного дела на бывшего замдиректора агентства Андрея Александрова. Самого мужчину вместе с его подругой задержали на днях по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сейчас он находится в СИЗО. После случившегося работа «Белопан» была парализована. Стоит отметить, что после августовских событий журналисты, которые показывают, что на самом деле происходит в Беларуси, начали массово подвергаться репрессиям. Всех корреспондентов иностранных СМИ лишили аккредитации, а на тех, кто продолжил честно выполнять свою работу, стали заводить уголовные дела об организации протестов. При этом следователи делают вид, что даже не подозревают о существовании закона о СМИ, по которому журналисты имеют право освещать события, а также о гарантированном Конституцией праве каждого гражданина Беларуси получать достоверную информацию. Видимо, преступники режима считают, что честнее озаренка о ситуации в стране рассказать никто не может. После того, как Нацбанк не досчитался более $1,5 миллиарда, которые белорусские вкладчики сняли со своих счетов из-за политического кризиса в стране, Лукашенко занялся освоением марксистской теории. Вероятно, он только сейчас узнал, что экономика – это базис, а идеология и ОМОН – надстройка. Диктатор уже успел применить эти знания на сегодняшней встрече с руководителем Нацбанка Павлом Калауром. На ней он заявил о необходимости найти любые возможности кредитования реального сектора экономики. Такое определение
населения, как правило, обозначает производство, создающее материальное благо. В противовес им существует духовное производство, то есть наука и искусство. О последнем нелегитимный даже не заикнулся. Что неудивительно, ведь большое количество белорусских заводов и предприятий оказалось под европейскими санкциями. Такое положение грозит им серьезными финансовыми трудностями, и в этой ситуации незаконной власти становится уже не до высоких материй. Поэтому все оставшиеся на донышке пустеющие кубышки деньги будут отданы на помощь загибающимся МАЗу, МЗКТ и прочим заводам, которые работают, чтобы пополнять свои склады. Постановка задачи Нацбанку таким образом несет плохие новости не только для белорусского искусства, из которого для Лукашенко, пожалуй, важен только цирк. Очевидно, что ради спасения своего экономического базиса ему придется потуже затянуть пояса на своих красавцах из ОМОНа. К счастью для всех белорусов, после такого демарша его дни у власти будут сочтены. Платформа «Голос» запустила новый проект под названием «Каждый день». Его цель – создать систематизированную хронику событий 2020 года, что позволит проследить за развитием белорусского протеста, которое длится уже более 5 месяцев. На сайте проекта «Каждый день» уже загружены сотни фотоснимков и видеозаписей, сделанных журналистами в первые месяцы протестов. Все это сопровождается новостной хроникой, а скоро проект начнет создавать народную летопись. Каждый участник перемен сможет загружать на сайт свои фотографии и описание событий. Все это поможет понять, как много важных вещей уже проделано, а также показать будущему поколению, как мы боролись за свободную и демократическую страну. И это все на сегодня. А если вам хочется узнать еще больше новостей, заходите на наш сайт zubr.media. А теперь перейдем к новому розыгрышу, который мы решили проводить 2 раза в неделю. Как думаете, кто мог бы стать преемником Лукашенко? Оставляйте свои ответы в комментариях. Автор самой оригинальной версии получит приз. Хороших выходных и живе Беларусь!